Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. Сегодня у меня вот такая интересная работа. Большой следок. Я показывала, как связать маленький. Вот есть большой следок на мой размер 36. Для этого нам понадобится связать вот такой красивый квадрат. Опять же, остаточки пряжи у нас есть у всех. И чтобы их не выкидывать, почему бы не использовать вот такие вот симпатичные следочки. Предлагаю посмотреть, как это вяжется, и связать. Сегодня наша задача связать вот такой квадрат. Бабушкин квадрат. Сколько нужно связать такого симпатичного квадрата, узора, сколько сантиметров, чтобы хватило на следок взрослый. Ориентируемся по размеру 37 сантиметров. Вот, допустим, у меня размер 37 размер. И плюс 7 сантиметров, на уголочки. То есть задача связать вот такой квадрат симпатичный. Если 37, 37 плюс 7. Если 38, 38 плюс 7 и так далее. Мы начинаем вязать бабушкин квадрат. Как он вяжется, я думаю, что прям все знают. Давайте напомним. У меня слонимская пряжа, яркая, красивая, 400 метров, 100 грамм. Берем остаточки, как обычно. 1, 2, 3, 4, 5. Я думаю, что всегда у всех остатки есть. Замыкаем в круг. Вяжем 1, 2, 3. Вяжем основной узор у нас 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Воздушные петли тоже считаются за столбик. И 2 воздушные петельки. Вяжем так 4 раза, то есть у нас с вами 4 стороны квадрата. Поэтому провязываем 4 группы. Между ними 2 воздушные петли и 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. Вот так у нас должно получиться. Соединительный столбик. И еще пройдемся соединительным столбиком до воздушной арочки, чтобы присоединить розовую ниточку. Вот сюда идем. У меня розовая нить. Чтобы получились яркие, красивые следочки. А может быть, у вас будет просто квадрат, как накидка, или как коврик, или как плед, да? Вот такой красивый двухцветный плед. Добавили ниточку, вяжем 1, 2, 3. Вяжем уголок. Что это значит? Это значит 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки и еще 3 столбика. Так. 1, 2, 3. Без воздушных петель, просто-напросто в следующую арочку вяжем опять уголок. Воздушные петли вязать не будем, здесь и так хватает ажура, а это все-таки следочки, которые должны быть более плотными, да? Вот. В каждую арочку нам нужно провязать вот такой уголок. Довязываем наши уголки, связали, присоединяемся, соединительными столбиками переходим в центр уголочка и меняем ниточку, подхватывая вместо розовой зеленую. Наши уголочки будут вязаться неизменно. 3 воздушные петли, 1, 2, это у нас 3 столбика, 2 воздушные петельки, еще 3 столбика, 1, 2, 3. Принцип бабушкиного квадрата: вязать между, вот у нас тут
между уголочками одно пространство осталось. И вот мы вяжем сюда 3 столбика. И опять уголочек. Воздушных петель в узоре мы не делаем, только в уголочке. И провязывая таким очень легким способом, который все, я думаю, знают, мы доходим до конца. В следующем ряду розового цвета мы вяжем уголочки точно так же, и новый элемент в одно место и во второе. У нас получается 3 столбика в 2 местах. В следующем ряду у нас будет 3 такие группы, потом 4, 5 и так далее. То есть принцип вязания всегда одинаков. Уголочки мы вяжем всегда, а между вставляем новые 3 столбика. Я провязала вот такой размер квадрата своего. Если посчитать, вот, допустим, по розовым ниточкам, вот цветочек мой, да, 1, 2, 3, 4, 5, 5 рядочков у меня получилось, и зеленых 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Это я вяжу такой красивый квадрат. Если это в следочек превратить, на 36 размер. Провязала по 5 рядочков узора, и теперь я хочу продолжить немножко другим способом. Мы соединили, и теперь вяжем подошву, просто столбики, 3 воздушные петли, а в уголочке мы будем вязать по 2. У нас раньше было 3, теперь мы будем вязать 1, 2, 2 воздушные петли и 1, 2. И вяжем просто не по 3 столбика, а так 1, 2 в уголочке по 2. А по факту, вот сколько у нас столбиков есть, мы вяжем столбик в столбик. Вот так вот. Столбик в столбик. Провязываем еще несколько рядочков. Вот так вот должно получиться. Вот. 4 рядочка. Просто столбиками с одним накидом. После 3 столбиков 1, 2, 3, 4. Вот. И уже можно будет наш квадрат сшить. Да, мы складываем. Помните, как мы детские складывали? Сложили, выделили на пяточку часть, сшиваем здесь, сшиваем подошву, и на подошве складываем вот наш остаточек, где-то 7 сантиметров, вот так вот, и сшиваем. Получается наша подошва и пяточка, а уголочек мы загинаем вот так вот для красоты. У нас получится вот такой вот носочек, следочек. Уголочки. Я довязала второй квадрат. Вот что получается. Теперь наша задача сложить пополам, создавая треугольник. Вот. Теперь что мы делаем? Отмечаем для пяточки примерно 7-8 сантиметров. Сшиваем и сшиваем подошву не до конца. Опять же, сантиметров 7-8 оставляем на подгиб. Вот так вот. И сшиваем отдельно одну сторону, отдельно вторую. И тогда у нас получится вот такой красивый здесь у нас следочек. Вот я сшила. У меня есть сшитый, вот он. Вот так получается. То есть на изнаночной стороне мы сшиваем, выворачиваем. Получаем такой носочек и такой вот своеобразный следок. А можно оставить просто квадратом, да, узор
симпатичный. И это у нас применимо как для коврика в коридор, допустим, или как сшить два квадрата, и это у нас будет наволочка на подушку, например, да? То есть вариантов много на стул, на табуретку, использование на дачу. Вот такой симпатичный квадратный мотив, который может остаться мотивом, может превратиться в что-то более интересное. Предлагайте свои варианты. Надеюсь, видео вам понравилось и будет вам полезным. Это будет здорово, я буду очень рада. Огромное спасибо, что вы вяжете вместе со мной, смотрите мои видео, мастер-классы. А если кто-то еще не подписан, значит нужно подписаться на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вязать вместе со мной. Впереди еще много интересных идей. До новых встреч!